Доброго времени суток подписчикам и гостям моего канала. Меня зовут Ирина Земская. Вы на канале Амигурумка. Сегодня я вас познакомлю с лягушонком Рокки. Я его назвала в честь боксера. Да, кто смотрел фильм Рокки, тот знает. Вот такой парень у меня получился. Не помещается в кадр. Так, начнем с того, какого размера у нас лягушонок. Точный размер измерить сложновато, потому что при попытке его поставить на ровной поверхности он стоит лучше. Здесь мягко для него. Мы изгибаем ножки, так, шире ставим, уже ставим. Находим центр тяжести, чтобы он у нас стоял. И он стоит просто прекрасно. И поэтому от этого и будет тоже меняться его высота. Немножко согнули, распрямили. У меня он где-то 19,5-20 сантиметров. Ну пусть будет 19,5. Игрушка каркасная. Каркас идет от начала ног. Руки присоединяются. Ну и здесь в голове уже просто как культышка такая. Все это сматывается, чтобы каркас не растрепался у нас. По поводу того, можно ли вязать игрушку без каркаса, потому что многим неудобно, не нравится, не могут кто-то боится с каркасом вязать. Я тоже боялась, но потом это все прошло. И теперь, не знаю, связать такую игрушку без каркаса, но включаем логику, и примерно представляем, как она будет себя вести без каркаса. Руки вы не поставите в любую позу, какую хотите. Он не сможет. Руки будут просто висеть, мотыляться в разные стороны. Так же самое, он не сможет стоять. Но я вязала именно для того, чтобы он стоял, в разных позах стоял. Можно даже его посадить. Мне нравится с каркасом. Поэтому у меня он каркасный. Насчет того, как все делается. Пришивное здесь у лягушонка у нас только, пришиваем труселя, вяжем их отдельно, одеваем на него и пришиваем, чтобы они не спадали. Также пришивные у нас глаза. И все. Все остальное, ножки ввязываются, ручки ввязываются по ходу вязания. Так, переходим к материалам. Сколько пряжи уходит на такого лягушонка, я не знаю. Я ничего не взвешиваю, не измеряю. Скажу одно. Этого лягушонка я вязала из этого моточка. Моточек у меня был целый, не начатый. И вот сколько у меня осталось. Для сравнения покажу вам вот целый моток. От него еще и сантиметра никуда не использовано. Вот. Ушло меньше половины мотка. Я бы так сказала. На одного лягушонка. Мне кажется, с одного моточка, вот именно зеленая часть, которая, на троих точно хватит. Не знаю, как на четверых, но 100% у вас получится. Пряжа. Пряжа детская новинка от Пихорки. Цвет белый, он и так белый. 200 метров в 50 граммах. Этого лягушонка я вязала. Здесь у нас перчатки красные, шортики красные. И здесь цвет джинса. Боксерки эти, или как их назвать. Кеды, кроссовки. Второго лягушонка, которого мы сейчас будем с вами вязать, я немножко изменю. Не хочу одинаковых, хочу разных лягушат. Тело будет тот же цвет, зелененький. Пузико тот же цвет.
Можно его заменить на какой угодно. Можно взять потемнее зеленый, посветлее. Можно пузико сделать белым. Без проблем. Меняйте цвет как вам угодно, какой вам больше нравится. Не обязательно все делать так же самое. Я, например, не хочу одинаковых. Хочу всех разных. Я думала долго, каким цветом мне связать перчатки для второго вот лягушонка, которого мы сегодня с вами свяжем. Смотрела на боксеров, да, фотографии какие есть. Хотелось черные перчатки, черные шорты, но потом я передумала, и я буду вязать белые перчатки, белые шортики с черными полосками. Так же самое все эти завязочки будут черные. А вот сами кроссовки, кеды эти, черным цветом свяжу. Ну и так же самое будут вышиты шнурки белые. Вот так. Что нам еще? Нам понадобится проволока, иголочки. Это длинная игла. Мы ей будем только... Я просто когда вышивала, я вышила пупочек. И чтобы нить не закреплять, не обрезать, сразу вышла сюда и вышила ноздри. Поэтому и нужна длинная нить, короткая неудобно. Ой, длинная игла, короткая неудобно. Маленькая иголочка. Клей любой. Изолента для того, чтобы изолировать проволоку, каркас. Крючок. Крючок, как всегда, на 2 миллиметра. Я только ими вяжу из пехорки. Мне он нравится, я к нему привыкла. Глаза, полубусинки. Можно взять обычные черные, как у меня, 4 миллиметра. Такие полубусинки. Я ему примеряла глаза, как бы, стеклянные, да, такие кабошоны. Красивые, разноцветные, но не идет ему, мне не нравится, чтобы я ему не примеряла, все как-то не то, и я остановилась просто на черных полубусинках. Вспомогательные инструменты для формирования каркаса. Обязательно ножницы, куда без них. И для вышивки я использовала вот ниточку мулине. Она такая темно-коричневая. Можно черную использовать, можно любую, можно обычную швейную ниточку взять и ей все вышить. Ну и также, куда без него, это наполнитель. Думаю, да, еще нам понадобится пастель, чтобы сделать ему такой фингал. Приступим к вязанию. Начинаем вязание с рук, вяжем перчатки. И для начала свяжем пальчик. Так как у меня перчатки белые, я вяжу белой пряжей. Если у вас красные, вяжите красным и так далее. Черные, синие. Набираю 2 воздушные петли. Во вторую от крючка 6 столбиков без накида. 1. Затянули. Первый ряд готов. 6-й ряд. В 6-м ряду вяжем 6 прибавок. Я поставлю маркер. Одна прибавка. Во втором ряду у нас получается 12 столбиков. 3-й ряд вяжем без изменений. 12 столбиков по кругу. 3-й ряд готов. В 4-м ряду вяжем 2 столбика, убавка. И так повторяем 3 раза. В ряду у нас получится 9 столбиков. Убавка.
пятый ряд. В пятом ряду вяжем без изменений 9 столбиков по кругу. 1. Провязали пятый ряд, делаем соединительный столбик, ниточку закрепляем и обрезаем. Кончик совсем коротенький оставляем. Мы будем пальчик ввязывать, не пришивать. Вот такой пальчик у нас получился. Вяжем еще один пальчик, чтобы сразу у нас 2 было. Не набиваем пальчики. Вяжем перчатку. Набираем 10 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Со второй петли от крючка, вот у нас первая петелька, и со второй провязываем по цепочке 8 столбиков без накида. 1, 2, 8. В последнюю петельку провязываем 3 столбика. 1, 2, 3. Видим, да, вязание у нас закруглилось. Будем вязать по обратной стороне цепочки, в обратную сторону. Провязываем за оставшиеся полупетли вот эти 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И в последнюю полупетелечку провязываем прибавку 2 столбика. 1 и 2. Первый ряд у нас готов. В первом ряду получается 20 столбиков. Ставим маркер начала ряда, вяжем второй ряд, провязываем прибавку, семь столбиков, 6, 7, 3 прибавки, 1, снова провязываем 7 столбиков, провязали, и 2 прибавки в конце ряда, 1 прибавка и 2. Так, второй ряд готов. В ряду у нас 26 столбиков. Вяжем третий ряд. Провязываем столбик, прибавка, дальше 7 столбиков, 1 столбик прибавка, повторяем 3 раза. Столбик, прибавка, семь столбиков, и в конце ряда провязываем 1 столбик прибавка, повторяем так 2 раза. Прибавка, 1 столбик, прибавка.
Так, третий ряд готов. В ряду у нас 32 столбика. Четвертый ряд вяжем без изменений. 32 столбика по кругу. Вяжем пятый ряд. Провязываем 18 столбиков. Провязали 18 столбиков. Теперь мы будем здесь вязать, у нас как бы это будет лицевая сторона перчатки, она будет такой закругленной, горбатая. И для этого мы будем вязать полустолбиками с накидом 9 столбиков. Смотрим, где у нас заканчивается 18 петля. Она у нас здесь. Считаем 9 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Здесь уже 10-й. Это будет обычная. И смотрим. Ровно по отношению к первому ряду? Нет, не ровно. Чтобы было более-менее ровно, да, мы провязываем еще один столбик. Здесь сдвигаем пальчик. И вот так более-менее у нас эти 9 столбиков будут посередине. Значит, мы тут провязываем не 18, а 19 столбиков. У всех вязание разное. Возможно, у вас 18 будет. Возможно, даже, не знаю, может такое быть, что будет 17. Но мы не смотрим на мои столбики, да, а именно равняем по этому первому ряду, чтобы у нас 9 столбиков были по центру. Вот по этим прибавкам смотрим все, чтобы было ровно. Чтобы они не начинались у нас тут где-то столбики, не заканчивались, и здесь не начинались. Равняем ряд. Надеюсь, я понятно донесла информацию. Выровняли и вяжем 9 полустолбиков с накидом. Делаем накид. Провязываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну, меня все устраивает. Эти столбики посерединке. Дальше мы провязываем у кого 5, у кого 4, да, так как здесь было не 18, а 19. Если у вас в начале вы провязали 18 столбиков, потом 9 полустолбиков, то здесь у вас заканчивается ряд 5 столбиками без накида. Но у меня здесь 19, 9, и здесь у меня осталось 4 петельки. Я заканчиваю ряд 4 столбиками. 1, 2, 3, 4. Шестой ряд вяжем таким же образом, как и 5. Я провяжу 19 столбиков. Провязала 19 столбиков. И теперь снова вяжу 9 полустолбиков с накидом. Вот. У нас как бы уже, да, тут немножко пупырка такая, горбик образуется из-за этих полустолбиков с накидом. Мы так еще будем много раз вязать, чтобы именно создать вот такое закругление. Здесь будут обычные столбики, здесь полустолбики. И каждый будет смещать вот эти полустолбики под свое вязание. Кто-то вяжет слабее, кто-то вяжет
потуже, и поэтому у нас у всех как бы по-разному получается. Кому-то надо будет петли смещения, да, делать не 18, а 19, кому-то нет. Если вы вяжете так же туго, как я, то у вас получается в конце вот снова 4 столбика. Так, 6-й ряд готов. В ряду у нас как было 32 столбика, так и есть, ничего не поменялось. Вяжем 7-й ряд. Ставим маркер. Провязываем 18 столбиков. Провязали 18 столбиков. И теперь вместо 9, как мы вязали 9, мы провяжем 11 полустолбиков с накидом. Снова смотрим, чтобы они у нас были вот здесь поверху ровно, не скатывались в бок, ни вправо, ни влево, а более-менее, не прям четко, чтобы все ровно было, но более-менее ровненько. Вот у меня 18 здесь закончились. Сейчас посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5. Ой. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И вот 11. Так. И смотрим. Ровно, но более-менее ровно. Провязываем 11 полустолбиков с накидом. 1, 2. Вяжем их потуже, чтобы не было огромных дыр. Полотно такое плотненькое было. Провязали 11 столбиков и заканчиваем ряд 3 столбиками без накида. 1, 2, 3. 7-й ряд готов. В ряду у нас как было 32 столбика, так и остается. Вяжем 8-й ряд. В 8-м ряду провязываем 19 столбиков без накида. Провязали 19 столбиков, снова посчитали, у нас здесь будет 9 полустолбиков с накидом. Мы считаем и смотрим, более-менее они посерединке, никуда ничего не съезжает. Вяжем дальше. Если у вас немножко вот 19 столбик не здесь, а здесь, да, ну, вязание сдвигается, и вы видите, что немножко косит, провязываете больше на 1 столбик. Равняем, все равняем под себя. У всех по-разному получится. У меня ровно выходит, поэтому я вяжу дальше. 9. Провязали. Вот бугорочек формируется. Так, в конце ряда провязываем 4 столбика без накида. 4. Так, 8-й ряд готов. 9-й ряд вяжем таким же образом. 19 столбиков, 9 полустолбиков с накидом и 4 столбика. Если надо, смещаем. Провязали 9-й ряд. Вот такая штучка у нас получается. Вяжем 10-й ряд. В 10-м ряду провязываем 20 столбиков без накида. Провязали 20 столбиков. Дальше вяжем 9 полустолбиков с накидом.
Провязали 9 полустолбиков и заканчиваем ряд 3 столбиками. Десятый ряд готов. 11-12 ряд мы вяжем таким же образом. 20 столбиков без накида, 9 полустолбиков, которые вверху здесь идут, вот где горбик, да, вот видно. Здесь у нас просто столбики, здесь полустолбики образуют горбик. Вяжем 2 ряда, как 11 и 12 ряд вяжем как 10, без изменений, все так же. Провязали 12 рядов, вяжем 13 ряд. В 13 ряду провязываем 20 столбиков без накида. Провязали. Дальше вяжем 10 полустолбиков с накидом. Заканчиваем ряд 2 столбиками без накида. 1, 2. 13 ряд готов. 14 ряд вяжем как 13. В ряду у нас 32 столбика. Провязали 14 рядов. Вяжем 15 ряд. 15 ряд будет очень интересный. Так, провязываем 6 столбиков без накида. 1, 6. Теперь смотрим. Здесь нам надо 6 или 7, чтобы узнать, сколько, ровно у нас или нет. Нам нужно 5 столбиков центральных. Вот сейчас посчитаем. Вот ровно перчатка стоит, да? 1, 2, 3, 4, 5. Это уже 6. Я бы не сказала, что ровно. Видите, да? Сдвинуто. Поэтому здесь будет не 6 столбиков, а 7 в начале ряда. Я сделаю чуть-чуть смещение, чтобы у меня 5 столбиков центральных были как можно ровнее по центру. 1, 2, 3, 4, 5. Смотрим. Это уже ровнее. Так. Отсчитываем 7 рядов вниз. Вот у нас один ряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот здесь 7 ряд. Вставляем крючок. Чуть-чуть сделаем дырочку, да, пометку такую. Вот, ее заметно. И смотрим, чтобы она более-менее, вот эта дырочка, была на уровне конца вязания, да, где мы закончили. Почти здесь, если ее сделать, будет уже не так ровно. Здесь поровнее. Мы будем вязать 5 столбиков, захватывая петли на 7 рядов ниже, для того, чтобы загнулась наша перчатка. Так. Вот здесь 7 ряд. Будем как вязать? Вот как мы отсчитали. И вот так, продевая насквозь как бы один ряд вверх. Так будем вязать. Захватывать. Неудобно будет. Но что поделаешь, надо.
немножко сгибаем, вставляем крючок, смотрим, не путаемся, да, вот у нас конец вязания, в следующую петлю вот так немножко присоберем гармошкой, так будет удобнее вязать. Подтягиваем ниточку. Так. Провязываем так 5 столбиков. 1. Проткнули, да, один ряд. Вводим крючок здесь в ряд, как надо. Не пропускаем петельки. 2. 3. Ну, самое сложное это первый столбик. Начать вязать дальше уже проще. 4. 5. Вот так. Так, провязали. Можно расправить. И видим, да, как у нас, ну, пока еще ничего не понятно. Но проверим. 5 столбиков, ну, почти по центру. Ровненько. Дальше вяжем 9 столбиков. Уже просто по этому полотну, как раньше вязали. Ничего нигде не захватывая. Провязываем 9 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4. Провязали 9 столбиков. Дальше вяжем 10 полустолбиков с накидом. Все еще тут продолжаем закруглять. 10 полустолбиков. Провязали и заканчиваем ряд одним столбиком без накида. Вот. 15-й ряд у нас готов. Вот такая заготовочка получается. Вяжем 16 ряд. В 16 ряду мы будем вязывать пальчик, поэтому подготовили его, положили рядышком. Ставим маркер. Провязываем 1 столбик без накида. Будем вязывать. Так. Пальчик вот так сжимаем. Будем вязывать сразу за оба полотна, да? Сюда ввели и сюда вот так насквозь продеваем. Так, по пальцу и самой перчатки мы будем провязывать 5 столбиков. Вот провязываем первый. Перчатку насквозь пробили. Ой, пальчик насквозь пробили. Теперь вводим крючок в перчатку. И провязываем все вместе. 1 столбик. Засвечивает. Дальше снова вводим крючок в перчатку насквозь.
Ой, в пальчик. Да что я все, перчатка, перчатка. В пальчик. Теперь крючок вводим в перчатку. В следующую петлю. Это у нас уже 2 столбика. Снова пальчик насквозь пробиваем. Этот конец ниточки загибаем, чтобы он нам не мешался. В перчатку вводим крючок и провязываем все вместе. 3 столбик. Еще раз протыкаем пальчик насквозь. Что там? Проткнули. Вводим крючок в перчатку и провязываем 4 столбик. Вот так. И еще раз протыкаем пальчик насквозь. Вводим в перчатку крючок и провязываем 5 столбик. Вот и все. Пальчик ввязали. Так, сейчас провяжем ряд до конца, и я покажу получше, как у нас пальчик расположен. Дальше провязываем уже только по перчатке 1 столбик без накида, 2 убавки, которые идут вот здесь, почти как бы по центру, 2 убавки, 1, 2. Дальше провязываем 10 столбиков без накида. 10. Провязываем 10 полустолбиков с накидом. 1, 10. И заканчиваем ряд 1 столбиком без накида. Вот так. 16 ряд у нас готов. В ряду у нас получается 30 столбиков. Мы убавили. Так, рассмотрим, как у нас же с вами расположен пальчик. Немножко вот как бы центр, да, и он чуть-чуть сдвинут. Так, смотрим, где загиб. Смотрит сюда пальчик. Кому-то, может, будет полезно посмотреть, чтобы у всех все получилось. Вот так пальчик у нас ввязан. Дальше вяжем 17 ряд. В 17 ряду мы уже не будем с вами вязать полустолбики с накидом. Все, мы закончили их вязать. Теперь у нас будет все идти убавки, убавки и убавки. Так, 17 ряд. Провязываем 3 столбика, убавка. Повторяем так 6 раз. В ряду у нас получится 24 столбика. 3 столбика, убавка. Провязали 17 ряд. Пока отложили в сторону, будем формировать каркас для ручек.
Так. Берем нашу перчатку, прикладываем проволоку, здесь загибаем, здесь загибаем. Ну, примерно так, чтобы примерить. Вот. Вот так формируем. Изоленту. Скручиваем, скручиваем. Я всегда делаю, чтобы вот здесь была пустота, да, она такая загнется. И еще раз зафиксируется все хорошо изолентой. Вот и все. Перебинтовали каркас. Он у нас немножко загнется вот таким полукругом чуть-чуть. Немного набиваем наполнителем перчатку именно вот здесь, чтобы когда вставим каркас, он у нас не чувствовался так. Чуть-чуть набили, вставляем. Так, вроде бы нормально. И теперь уже, скажем так, да, вот сколько же нам проволоки отрезать. Длина каркаса уже с петелькой 18 сантиметров примерно. 17-18. Но если у вас будет пряжа потолще, чем пехорка, тогда понятно, что и деталь будет крупнее, и каркас вам нужен будет длиннее. Поэтому ориентируемся на свою пряжу. Так, каркас сформировали. Вставляем в ручку, в перчатку. Вставили. И теперь будем набивать со всех сторон. И с этой стороны набьем, и с другой стороны набьем. Здесь наполняем. Так, я буду помогать себе ножницами. И с обратной стороны. Чтобы каркас не прощупывался через полотно. Так, хорошо, набиваем. Придаем форму кругленькую такой. Перчатки. Бездонная перчатка. Так, ну пока хватит. Каркас у нас зафиксирован с помощью наполнителя. Прям не выпадет никуда, все держится. Наполнитель убираем подальше, чтобы он не мешался нам при вязании. Ну, вот такая перчаточка получается. Продолжаем вязание. Вяжем 18 ряд. Вяжем без изменений 24 столбика по кругу. 19 ряд. Провязываем 2 столбика, убавка. И так повторяем 6 раз. В ряду у нас получится 18 столбиков. 20 ряд вяжем без изменений. 18 столбиков в каждом ряду. В каждом ряду. 18 столбиков в ряду. 21 ряд. Провязываем 4 столбика, убавка. Повторяем так 3 раза. В ряду у нас получится 15 столбиков. 1, 2. Провязали 21 ряд. И сейчас вот у меня тут пустота.
Все хорошо набиваем по кругу, чтобы все было ровненько. Все везде набито, все держит форму. Дальше берем зеленую пряжу, пряжу тела. Можно любым цветом вязать лягушку. Эту беленькую пряжу пока мы не трогаем, оставляем ее и крепим зеленую пряжу за заднюю полупетлю. Я буду крепить к последнему столбику, который я провязала. Вот он у меня. За заднюю петелечку. Потом здесь все подтянем, ничего видно не будет. Просто вот так завяжу узелком и все. Никаких петелек, ничего. Вот. Называется закрепили. В эту же петельку, с этой петельки мы и начнем вязать за задние петли, только за задние. Провязываем 3 столбика убавка 3 раза, чтобы узелочек не вылез. Воздушную петельку, чтобы как-нибудь сформировать столбик, да? Вот у нас первый будет столбик и дальше. Дальше. По перчатке. 1, 2, 3. Убавка. Убавка я просто пропущу петелечку. Ой. Просто пропускаем петелечку. В ряду должно получиться 12 столбиков у нас. Так, провязываю последнюю убавку. Просто пропускаю петелечку. Убавка. Так, это у нас будет 22 ряд. Потом мы вернемся к белой пряже и опять будем вязать 22 ряд. Пока мы немножко провяжем с зеленой пряжей. Можно вообще всю руку связать с зеленой пряжей и потом вернуться уже закончить белым, если вам не будет мешаться эта пряжа при вязании. Мне будет мешаться, поэтому я немножко провяжу, потом вернемся к перчатке, закончим ее. 23 ряд. Также вяжем зеленой пряжей, провязываем 2 столбика убавка, повторяем 3 раза. В ряду у нас получится 9 столбиков. При необходимости мы сейчас набиваем перчатку. Мы вяжем с 24 ряда по 56 ряд без изменений. 9 столбиков в ряду вяжем руку. Это получается 33 ряда. Вяжем ровно. Я сейчас провяжу немножко и вернемся к перчатке. Руку всю заканчивать потом закончу. Мне мешается белая ниточка. Так, я немножко провязала. Возвращаемся к перчатке. Кто до конца довязал руку, кому как удобнее. Так, вяжем 22 ряд. За передние полупетли провязываем 4 столбика, прибавка. Повторяем так 3 раза. Четыре, прибавка.
В ряду у нас получится 18 столбиков. Вяжем 23 ряд. Провязываем без изменений 18 столбиков по кругу. В 24 ряду провязываем 5 столбиков, прибавка. Повторяем так 3 раза. В ряду получится 21 столбик. 1, 3. Провязали 24 ряд. Теперь провязываем, ну, примерно вот до сюда. Сколько там? 10 столбиков, 9. Чтобы конец ряда у нас не был здесь, ну, на лицевой стороне, а спрятать его подальше. И просто провязываем нужное количество. Сейчас я посчитаю, сколько у меня будет. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, даже, наверное, я 9 столбиков провяжу. И вот здесь, вот у меня перчатка, здесь закончу. Провязываем соединительный столбик, ниточку закрепляем, обрезаем, оставляем длинный конец, чтобы удобно было ее спрятать. Все, с перчаткой мы пока закончили, потом нам останется только вышить шнуровку, и все. Продолжаем вязать, кто не связал ручку, как я, и провязываем 56 рядов. 56 рядов руки провязаны. Делаем соединительный столбик, ниточку закрепляем, обрезаем. Длинный конец оставлять не нужно, ручки будем ввязывать. Вот и все. Левая ручка у нас готова, правая вяжется так же само, только пальчик ввязывается не с этой, а с этой стороны. Это вы увидите. Так, мы с вами связали левую руку, а теперь я покажу, как мы ввязываем пальчик для правой руки. 15 рядов перчатки мы вяжем одинаково, что для правой, что для левой руки. У нас отличается только тем, что мы пальчик ввязывали здесь для левой, а теперь будем ввязывать его здесь. Это у нас 16 ряд. Провязываем 7 столбиков без накида. Дальше 2 убавки, 1 убавка, 2, 1 столбик, берем пальчик и ввязываем, как и для левой руки, продевая за обе стенки вязания пальчика и самой перчатки. Провязываем так 5 столбиков по перчатке и пальчику. 1, 2, 3,
и 5. Вот так. Вот так. Мы ввязали пальчик для правой руки. Дальше провязываем 3 столбика без накида. 1, 2, 3 и 10 полустолбиков с накидом. Не забываем, смотрим, равняем, чтобы они были у нас посерединке. Заканчиваем ряд 2 столбиками без накида. В ряду у нас 30 столбиков получается. 16 ряд готов. Дальше вяжем одинаково, что левая, что правая. Вот наши ручки готовы. Ниточки все запрятали, чтобы они нам не мешались.